Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и новыми гостями. Руслан Калинчук на связи прямо сейчас. Руслан, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Христос воскресе. Да, воистину воскресе. И, знаете, действительно есть повод задуматься о всем происходящем, потому что мир до сих пор переживает похороны Папы Римского и религиозный оттенок всего происходящего. Пресса, конечно, западная, она могла нас немного где-то удивить, где-то обнадежить. В общем, чудо произошло на 2 из 3 стульчиках между Зеленским и Трампом. И многие пишут, что вот смотрите, папа ушел, но оставил надежду на мир. Как вам кажется, это судьбоносная встреча? Или все-таки ее такой представляют и делают в каких-то абсолютно иных целях? Думаю, что все-таки ее такой представляют в силу того, что позиции сторон, как мы видим по официальным заявлениям и Рубио, и того же Лаврова, они далеки от какого-то реального предложения, от какого-то реального сближения и от какого-то соглашения по Украине. Соответственно, если что-то и можно отметить, это то, что Трамп смягчил свою риторику в отношении Зеленского. То есть не было уже каких-то там обвинений и упреков в его действительно невежливости по отношению к Трампу. Вот это то, что реально произошло, и то, что Трамп сказал, что, возможно, Путин его пытается водить за нос. Да? Вот это тоже такой интересный момент прозвучал. Но надо же понимать, что Трамп человек тоже хорошо подкован в политике, и особенно те силы, которые привели его к власти. И для того, чтобы однозначно не выглядело таким образом, что Трамп подыгрывает Путину, да, чтобы держать какой-то баланс в заявлениях, баланс в публичных жестах, да, надо было что-то как-то это сгладить и скрасить. Да. Соответственно, вполне возможно, что это просто такой риторический прием. Вот. Но, конечно же, что Ватикан играл и, думаю, что продолжит играть серьезнейшую роль вокруг всего того, что на Украине происходит. Не в последнюю очередь, то, что мы сегодня на Украине наблюдаем, оно и было результатом усилий Ватикана и, скорее всего, что Британии, потому что за организацией Майдана и всего в 2014 году и всего того, что потом последовало, стояли подотчетные римскому папе украинские греко-католики. Вот, там откровенно и один из лидеров УГКЦ Борис Будзяк призывал выходить на Майдан и принять дух Майдана. Вот, и многие преподаватели, которые у Будзяка работали в Украинском католическом университете, потом стали министрами. Это Юлиана Супрун, которая стала в правительстве Яценюка министром здравоохранения. Это и Наталья Ерейська, подруга Виктории Нуланд, которая в УКУ преподавала экономику и потом стала министром финансов. Вот, это и Андрей Юраш, который потом возглавлял госорган по координации церковно-государственных отношений, а ныне он посол при Ватикане и при Мальтийском ордене. Вот, соответственно, Ватикан серьезно работает не только в Украине, но и в Беларуси, и в Литве, что, конечно же, создает определенный фон вот для и украинско-российских, и российско-ватиканских католических отношений. Вот, соответственно, мы помним и те заявления Папы Римского Франциска, что Украина должна выбросить белый флаг, вот, и пойти на переговоры. И вы помните, как тогда к этим заявлениям Франциска относились. Вот, и даже после смерти Франциска многие паблики на Украине откровенно издевались над смертью папы. Вот, дескать, там очередной агент Путина умер. Вот, соответственно, мы помним и вот его жесты, когда в прошлом году на Пасху крест несли украинка и русская, и что это тоже очень негативно воспринималось. То есть папа постоянно делал такие заявления вот о Екатерине II. Помните, когда он сказал, что русские – это наследники Великой империи Екатерины и Петра? Вот. Ну, в воскресную школу включался по видеосвязи, да, и это потом сняли и растиражировали, Да. помним. Ну так погодите, вы начинаете перечислять. Так получается, что Ватикан как бы за войну, а папа был против? Нет, думаю, что Ватикан больше интересовала определенная конфигурация на Украине. То есть Ватикан – это один из центров глобального управления, который очень встроен вот в систему принятия решений. И, соответственно, за Ватиканом стоит одна из групп глобальных элит.
И именно через эту группу глобальных элит чаще всего до Запада доносит свою позицию Россия. Вот. И, соответственно, папа в этом плане играл роль некоторого такого арбитра, что ли, да, модератора настроений. Вот. Поэтому, конечно же, что Ватикан не был заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине закончился однозначно в пользу России, призывал к миру, то есть для того, чтобы сохранить определенные, опять-таки, позиции Ватикана в Восточной Европе. Вполне возможно, что план Ватикана, но он, правда, натыкается на Беларусь, потому что очевидно, что самой сильной страной в Восточной Европе становится Польша. Вот. И поляки откровенно имеют виды на некоторые части Украины и даже на некоторые части Литвы. Вот. Мешает всему этому Беларусь, но планы такие есть. И поэтому, да, папа вполне мог бы быть заинтересован в том, чтобы Украина была интегрирована в какой-то такой... Польша абсолютно католическая страна, поэтому папа вполне логично был бы заинтересован в том, чтобы Украина вошла в какой-то такой проект, в котором Ватикан имел бы очень серьезное влияние. Я о деталях встречи. Понятно, они обсмакованы, разобраны с разных углов, потому что, ну, кроме того, что там чудо произошло, есть очень много знаков. Во-первых, это сильно не тиражируют, но там журналисты заметили, шла прямая трансляция, и тут неважно, там протокол нарушили из-за Зеленского, поставили в первый ряд с Еленой Зеленской. Сама Зеленская выходила одна, а Зеленский в другой компании, ну вот они сошлись на этом. Ну, то есть это такие детали, которые уже все вроде как обсмаковали. Меня интересует другой момент. Были кадры, и прям многие удивились, в общем, лидеры и приглашенные. Там, в общем, все, кто мог, был приглашен. И со стороны России были представители, Беларуси тоже, и, конечно, Украины первые лица, и со всех стран. И там есть очень интересный африканский, ну, такой полускандальный, да, эпизод, когда пригласили лидера оттуда. В общем, представлены были все, Ватикан собрал по максимуму всех, кого только возможно, в качестве представительства. Ну, там разный уровень, разный ранг, да, но тем не менее собрал всех. Но вот эти гости, несколько раз показывали, да, там дресс-коды, это все, конечно, очень интересно, они залипали в телефон. Ну, мы видели вот эту атмосферу. Кто-то радовался, улыбался. Вообще какое-то похоже было на какую-то светскую тусовку. Да? Байден вообще селфи делал с таким видом, как будто ну, на свадьбе, а не на похоронах. Да, вот ходят шутки, что порвали 3 баяна. То есть вот эта атмосфера мы видим. Но эта атмосфера, мой вопрос глубже, не только так впечатленческий момент, а мой вопрос вот об отношении и вообще о том, что из себя представляют эти элиты, залипающие в телефон. И Трамп, который, простите, но если объективно посмотреть на происходящее, ну так, трезво попытаться оценить, отбыл номер. Он приехал, даже эти стульчики, это так нужно было пересечься для своих каких-то политических целей, как бы это для нас, там, для украинцев, это там вот представили, что смотрите, что-то неимоверное произошло, небо упало на землю. А по сути он отбыл номер. Он приехал со своей Меланией, то есть там они походились, поручкались, да, там с кем надо пересеклись, с кем не надо не пересеклись. Нам обещали 2 встречи, была одна с Зеленским, так и с остальными. И он быстро-быстро ретировался, сел в самолет и отправился к себе, восвояси. С Урсулой фон дер Ляйен встреча длилась 19 секунд. 19. Особенно в этот момент, там есть видео много этой самой встречи, прям полностью, как они в толпе просто пересеклись, пожали ручки, обменялись какими-то 2-3 словами, предложениями. Я всем следить советую за Меланией Трамп, как она на это реагировала, с усмешкой из какой-то. То есть мы понимаем, что Трамп не из этой элиты. Трамп должен там был быть, естественно, потому что есть там такие планы, да, на будущее, но он брезгливо и с таким, ну давайте будем с презрением к этим людям относится. The Sun, которые там считали по губам, как Трамп выгнал Макрона и убрали 3-й стульчик,
этому ярчайшее подтверждение. Как вы думаете, исходя из того, что мы увидели, что будет предпринимать в дальнейшем Трамп? Ну, начиная с начала вашего вопроса, Байдену, конечно, простительно, он и когда его аппарат государственный США опекал, он все равно терялся и редко понимал, где он находится. Вот, поэтому то, что он не сообразил, как себя вести на похоронах римского папы, это неудивительно. Кроме того, там ведь многие отбывали действительно протокольные мероприятия. Ясное дело, что папа, человек, не то чтобы папа, а Ватикан, да, то есть это авторитетная структура. Вот, и надо это заявить присутствие, с нужными людьми пересечься. Собственно, Зеленский поэтому для этого туда и приехал, что надо было пересечься с Трампом. И, видимо, что ему эту встречу гарантировали Макрон и Стармер, потому что, собственно, они его к Трампу и подвели. Вот. Но Трамп понял эту ситуацию и не захотел оставаться в ситуации, когда на него сразу давят трое. Вот Зеленский, Стармер и Макрон, и поэтому сказал, что будет говорить с Зеленским 1 на 1. Для Трампа, конечно, все то, что происходит на Украине, имеет далеко вторичное значение. Люди, которые стоят за ним, разрабатывают проект глобального переустройства, и им очень важно, чтобы такой центр глобального влияния, как Ватикан, чтобы он был за ними. Вот, соответственно, ну, мы же говорим о том, что, скажем, там есть такие финансовые центры, как Уолл-стрит там, или Лондон-Сити, а то, что Ватикан – это полновесный, равновесный им центр, финансовый центр в мире, вот, об этом как-то даже и говорить, и обсуждать это не принято. Поэтому, само собой, что Трампу важно, чтобы следующий конклав прошел определенным образом, да, то есть чтобы во главе Ватикана не оказался человек откровенно враждебный к Трампу и к его мага, да, вот. Этой части его окружения, которое принято называть мага, да, то есть его сын, Илон Маск, вот, и прочие. Соответственно, вот Трампу важно было засвидетельствовать свое присутствие на этом мероприятии. То, что украинские СМИ подавали, что, дескать, будет вторая встреча, ну, это не более чем ЦИПСО. Но, да, действительно, это симптоматично, что с Зеленским разговаривали 15 минут, а с фон дер Ляйен всего 19 секунд. Вот. Соответственно, да, Трампу важно было заручиться поддержкой и поговорить о том, кто бы дальше в Ватикане продолжал нужную ему линию. Смотрите, вот в продолжении всего этого разговора и в этих отголосках, ведь потом последовала политика. Политика жесткая, да? Трамп высказался в адрес Путина, Трамп высказался в адрес Зеленского. И сейчас мы видим, как на небосклоне проявляется, там зажигаются звезды дипломатии. Лавров сделал ряд заявлений в американском медиа, на американском телевидении, выдвинул, получается, условия. Это, понятно, не вступление в НАТО, поставки оружия, не использовать перемирие для перевооружения. Фактически демилитаризация и денацификация, вот в том понимании, в котором он говорит. В общем, аннексия Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья должно быть международно признанным. Это вот исходя из формулировки, что Россия, да, своими территориями вот это вот не уступит, и конституциональными границами тоже не поступится. Санкции снимают, и вот по поводу Запорожской АЭС Россия против. Они просто объяснят американцам, как так, чтобы все работало и все всех устраивало, но без возвращения под контроль Украины или США этой станции. Ну и есть еще заявление о том, что нужно отменять в Украине законы, которые ограничивают использование русского языка, культуры и церкви. Фактически мы имеем набор требований, который не меняется на протяжении многих месяцев с момента условно июньского ультиматума Путина прошлого года, когда он, собственно, на этом и сделал акцент и заявил. Но вместе с тем Лавров говорит о том, что
Ну, погодите, Россия готова к балансу, готова договариваться. Более того, устами Пескова пробрасывается история. То есть, если Зеленский торгуется за прекращение огня, безусловно, то есть давайте остановим огонь, понятное дело, остановят огонь, и он на внутреннюю аудиторию украинскую скажет: смотрите, я добился, мы всем миром Россию одолели, она теперь не стреляет, она теперь вот получила по рукам и ничего не может в военном смысле противопоставить. Это вот на это расчет, это такая, она очень простая на самом деле, эта игра политическая. Тут не надо искать там 3-4 дна. Но Лавров вроде как говорит о том, что будут искать балансы. Песков говорит о том, что простите, пожалуйста, но мы готовы к безусловным прямым переговорам. То есть Россия за переговоры, Украина за прекращение огня, потом переговоры. А где найти баланс при этих данных вводных, которые озвучивает российская сторона? Ну, думаю, тут действительно все не так просто. И стороны пытаются друг друга, ну, не то чтобы обмануть, но, скорее всего... Ну, смотрите, вот по тем пунктам, которые выдвигаются, не вступление Украины в НАТО, но сотрудничество Украины и без формального членства в НАТО, оно намного глобальнее, чем сотрудничество в НАТО с некоторыми странами, которые являются членами НАТО. Ну, для примера, скажем, та же Эстония или Литва или Латвия, они формально члены НАТО. Но они даже в приближении не получили такого количества оружия, которое получила Украина, не будучи формальным членом НАТО при этом. Ну, то есть, тут, скорее всего, даже не то, чтобы Украина стала или не стала членом НАТО, тем более, что все понимают, все причастные к мировой политике понимают, что даже если бы завтра произошло какое-то столкновение вокруг Прибалтики, что за Литву, Латвию и Эстонию никто из членов НАТО серьезно вступаться не будет. Вот, ну, то есть в плане вот того, чтобы серьезно пойти на какую-то эскалацию с Россией, да, вот, да, есть 5 статья, но ее можно трактовать и понимать кто как хочет. Особенно если желание воевать, и особенно если желание умирать не будет, а его и не будет. Вот, это раз. Что касаемо вот пункта о нейтральном статусе Украины, да, который тоже выносится в повестку переговоров. Ну, хорошо, даже если Украина что-то и прогарантирует, мы же знаем, что на Украине есть люди, которые ориентируются на ту же Британию. Не устроят ли, скажем, ГУР или СБУ или какие-то части в ВСУ, на которые Британия имеет влияние, не устроят ли они какие-то провокации? Готов ли дать ли Трамп гарантию не только за Украину, а и за Британию? А британцы всеми силами, как мы видим, стремятся вовлечь США в конфликт. То есть то, что мы постоянно слышим от Стармера, от Зеленского, что американцы должны дать гарантии. Но если американцы и дадут гарантии, британцы прекрасно понимают, что всегда остается пространство для провокации, для маневра. И в таком случае американцы вынуждены будут втянуться в конфликт напрямую. То есть не просто через предоставление там кредитов, грантов, вооружения, а напрямую воевать. И вот это, собственно, конечная цель Британии. Им нужна огромная война в Европе, просто космических масштабов. Вот. Это прекрасно понимают в Белом доме. Вот. Поэтому позиции сторон, они вот достаточно... То, что мы слышим от Рубио и от Лаврова, да, мы договорились договариваться. Да, мы договорились договариваться, да, мы договорились продолжать диалог. Ну и прекрасно, но а по факту-то вот каким образом? Вот. То есть то же самое касаемо и Запорожской атомной электростанции. Это пункт, который тоже будет достаточно сложно реализовать, потому что вокруг... Ну, то есть это будет в России, внутри России восприниматься как слишком серьезная уступка, что будет серьезно бить по рейтингу власти. И вы правильно сказали вопрос о территориальных уступках, правильно его затронули, потому что он, собственно, и будет самым... таким непростым. Если действительно стороны решат договариваться, если действительно дойдет дело до какого-то мирного соглашения,
то вот в конце концов все будет действительно упираться вот в этот вопрос. То есть и россияне будут говорить, что вот у нас Конституция запрещает даже разговоры вести о территориальных уступках, а 4 неподконтрольные Украине регионы, 5, да, то есть они внесены в Российскую Конституцию, как регионы Российской Федерации. То же самое заявит Зеленский, что, извините, товарищи, я не могу, вот потому что у меня тоже в Конституции перечислено, какие регионы входят в состав Украины. И мне кажется, что... И, кстати, Трамп же четко сказал, погодите, говорит, Зеленский согласился Крым отдать. да. Ну, вот прям, знаете, святая простота, да, вот это. Ну, Трамп, Зеленский согласен. Тут интересно, что вот мы про эти стульчики, Тейлор Грин, да, вот эта конгрессвумен, ну, такая достаточно бойкая, зубастая, она вот просто опубликовала эту фотку и написала «все кончено». Ну, то есть, поди разбери, все кончено, это что имеется в виду? То есть, it's over, то есть, все, конец, да, то есть, конец войны, или конец чему, или конец Зеленскому, или конец, что вообще происходит. Понимаете, в чем тут вопрос? Вот вы затронули, я почему вмешался, вот эту тему с территориальными уступками. Ну, так погодите. Если Зеленский вот вчера говорил, нет, у нас есть Конституция, а потом вдруг сказал «да», ну так у него ж под окнами должны, по идее, собраться вот эти силы, которые будут кричать «не капитуляции», или уже не соберутся? Ну, понимаете, одно дело, что Зеленский сказал Трампу, как он сказал, как это было понято, а другое дело, что он скажет, вернувшись в Украину. Это ж, скажет, что его Трамп не так понял, или что это звучало не вот так буквально, или что он сказал, да, но нам нужны гарантии безопасности. То есть, понимаете, то есть тут открывается же целое поле для маневра. То есть, да, мы согласны с этим, но тогда вы нам уступите вот тут. Ну и дальше продолжается все вот это петляние. Вот, поэтому у Зеленского, да, без помощи США будет сложно, но это не означает, что если США завтра выйдет из конфликта, что Украина прям завтра рухнет. Это не так. И у Зеленского есть пространство для маневра. Он не загнан в угол. И возможно, вполне возможно, что именно целью России, целью Российской Федерации является то, чтобы США, то есть сознательное затягивание переговорного процесса с тем, чтобы США вышли. То есть они продолжат США работать по теме Арктики, по теме освоения там российских природных ресурсов и так далее. Но участие такого, какое есть США, участие США сейчас на Украине, его не будет. Это не означает, что американцы уйдут с Украины. Нет, у них там серьезные интересы и в плане инфраструктуры, в плане электростанций и так далее, портов. Они не уйдут, но скажут, что это теперь, ребята, ваша проблема. Но не факт, смотрите, что целью Трампа конечной и не является то, чтобы украинский кризис начали дальше на себе тащить Британия и Франция. Для Трампа тут ситуация со всех сторон выгодная. То есть он скажет американцам, слушайте, товарищи, я обещал, что мы больше не будем финансировать Украину и Зеленского. Ну так я и исполнил обещание. И более того, мы не только их не финансируем, но французы и британцы покупают у нас для Украины вооружение, мы зарабатываем. Вот. То есть не факт, что конечной его целью не является вот такой вот ход. То есть Россия, конечно, продолжит сотрудничать, а украинский кризис будет оставлен на Европу. Что касаемо снятия санкций, вот момент, который вы затронули в прошлом вашем вопросе, а тут тоже не так все просто. Вот, например, штаб-квартира того же СВИФТа, она находится в Брюсселе. И так по многим санкциям, то есть их для того, чтобы отменять, там надо будет согласие Европейского Союза. И это все будет упираться вот по каждому вот такому пункту, это все будет упираться вот в согласие Европейского Союза в плане снятия санкций. Что касается территориального вопроса, вы знаете, мне кажется, я все чаще слышу такое мнение от европейских экспертов, что ситуация может быть решена, и причем коренным образом. То есть, если Зеленский говорит, что я не могу пойти на территориальные уступки, потому что есть Конституция, значит, надо что? Остановить действие Конституции.
Это возможно в каком случае? Только если однажды в эфире телемарафона появится бравый генерал или полковник и скажет, что, ну, извините, товарищи, мы все понимаем, что лучше плохой мир, чем полная утрата государственности и полная утрата территории и крушение фронта. И поэтому вот я беру на себя ответственность. Товарищ Зеленский, если он согласен, то мы согласны его отпустить поближе к его виллам и деньгам. А если не согласен, то вот у нас есть ребята с промасленными руками, которые могут с ним сотворить то же самое, что в Либерии сотворили в 2003 году с президентом Тейлором Чарльзом. Вот. А дальше останавливаем действие Конституции и на следующий год назначаем парламентские и президентские выборы. А до того времени я формирую временное правительство. Не исключено, что, ну, мы не говорим, что это именно таким образом и будет, но это один из вполне себе возможных и серьезно обсуждаемых сценариев. Интересен ведь другой момент. Вот где эти военные лидеры? Вы понимаете, в чем дело? Их нет. Мы видим, наоборот, достаточно грамотную такую политику банковую по отношению к военным. Кого надо, ну, посадили за бездействие, открыв ящик Пандоры. И речь идет о Харьковском направлении, вот этих там 2-3 человека их судили. Кого надо, повысили, кого надо, скажем так, приглушили. В основном идет вот этот поток, ну, таких барбершопных комментаторов, которые верят в силу, в мощь, так сказать, в потужность и большие перспективы, там, не знаю, чуть ли не воевать на Красной площади, там, проводя парады в конце этой войны. Общий тренд – это дождаться, что вот сейчас Путин умрет, он же не вечный, ну сколько ему лет. И вот тогда в России произойдет развал, разруха, и тогда вот наскоком, быстро, нахрапом территории вернутся. Об этом прямо говорят ветераны военные, тех, кого показывают по украинскому телевидению. А вот таких лидеров, о чем вы говорите, ну, говоря об этом сценарии, их в принципе нет. На Залужного большие надежды возлагались, но он вообще как-то, по-моему, теряется не только в политическом смысле, в своем функциональном смысле посла, да, а еще и даже в военном смысле. Была конференция недавно с его участием, он записал туда голосовое обращение такое, да, подкаст, говорит, война в тупике, вот смотрите, дроны, рэбы, там переворот технический, и поэтому невозможны никакие прорывы, никакие большие операции и так далее. Но прямо же противоречит этому ситуация в Курской области. Ну, то есть, в каком смысле противоречит? В том смысле, что как ни крути, но Бог на стороне больших батальонов. Эта фраза все равно срабатывает. Да, действительно, есть новое техническое, ну, дыхание войны, безусловно. Поэтому там, да, используются разные там уровни, да, третьего уклада, там, второго, там, черти чем воюют, и в том числе и самым суперсовременным оружием. Но Курск показал, что все равно преобладающие силы все равно как бы берут верх. Плюс еще Россия сейчас активно выставляет на показ северокорейцев. Фотографий куча, там Ким Чен Ын радуется, памятник обещает ставить. То есть Залужный и здесь каким-то образом, ну вот, не выглядит таким генералом. Вообще складывается впечатление, что так местами о фронте забывают, в Украине имеется в виду, и делают это намеренно. Залужный, кстати, сегодня с утра выступил с очень интересным заявлением о том, что от территории таки надо отказаться. И заявление, конечно, это направлено на то, что Залужный все-таки рассчитывает, видимо, на какое-то серьезное политическое будущее, потому что все-таки мы находимся в том этапе, где человек, если он хочет иметь в украинской политике хоть какое-то значение и вес, и если он при этом выступает за продолжение войны, то он таких шансов иметь не будет. Вот. Но Залужный много наговорил до сегодняшнего утра и много сделал. Вот. И, соответственно, Залужному я даже не знаю, каким образом надо будет
просто виртуозно переобуваться в воздухе. Но с Залужным будет еще одна проблема, потому что будет вопрос, кто с ним будет говорить со стороны России. Все-таки человек, воевавший против России, и то есть будет ли кто-то, с одной стороны, зная позицию России относительно Залужного, будет ли кто-то на него делать серьезную ставку или нет. Но мне кажется, что в ВСУ есть другой человек, и которого недавно на Западе подсветили. Михаил Забродский. Вот вы помните, буквально на позапрошлой неделе вышел материал в серьезном западном издании о том, что именно Забродский договаривался с американцами о военном сотрудничестве, то есть прорабатывали и объемы, что он встречался с генералом Донахью в Висбадене, да, на то время командующим группировкой НАТО в Европе и в Северной Африке, да, и тем более Забродский человек, который в Америке учился, соответственно, воевавший в Полукарбате, в Косово, свободно владеющий английским языком. И зачем-то, повторюсь, его взяли и подсветили в западной прессе. Таким образом, да, заявив, что, оказывается, именно этот человек договаривался с американцами о планировании военных операций, о нанесении ударов по России. И, соответственно, почему-то кто-то на Западе его решил подсветить. Если больше перейти к такой гуманитарной составляющей этого болезненного, а это будет точно болезненный репутационно-политический финал войны. Не знаю, я выступаю с этим, мне кажется, имею я все основания и аргументацию. Просто люди сейчас делятся на две категории. Одни говорят, война не закончится, потому что война не закончится никогда. Да, там в таком патриотическом, если с российской стороны, в патриотическом каком-то там таком духе, состоянии духа говорят, нет, мы там дойдем, не знаю, там, до Львова, да, например, там, и дальше. С другой стороны, я уже говорил, то есть, да, еще сейчас Путин умрет, все развалится, и будем еще на Красной площади парад проводить. Так, да. То есть, есть крайности. И это вы с этого начинали, есть непримиримые позиции сторон. Однако, есть, просто как все складывается, вроде решающая неделя по Рубио началась сейчас, да, а мы не видим ничего решающего ни в календаре по встречам, ни каким-то контактам, коммуникациям. Но, в принципе, все крутясь вокруг 100 дней Трампа, должно вести там дальше парад Победы к какому-то все равно, да, замерению или каким-то решением. Потому что если не сейчас, то тогда нас ждет военное лето, где никто не будет говорить о мире. Если Трамп, например, возьмет и замолчит, и переключится на внутреннюю политику, и будет дальше это Месилова и Рубилова. А силы уже больше нет. У народа имеется в виду это все терпеть, и нужно какие-то решения принимать. Все равно все есть тренд, что к этому идет. То как тогда выглядят эти гуманитарные, культурные требования, да, к Украине? Их выдвигает Россия, прежде всего. Но Америка, не сказать, что там сильно против. Хотя многие говорят, что условно, если бы Белому дому, администрации или окружению Трампа есть резон и возможность, да, нанести какой-то политический удар по Банковой, то сразу там есть Боб Амстердам, дело Украинской Православной Церкви, да, то есть сразу есть, даже санкции там вводятся по законодательству американскому, если есть там гонения на церковь, если есть гонения там по языку, тоже по языку, там есть вопросы, можно сразу использовать этот политический конек. Некоторые вообще утверждают, что санкции как таковые уже введены, просто их не опубличивают до какого-то момента. Почему американцы молчат? Это без сомнений. И действительно, санкции есть против Ермака, против многих людей в украинском политикуме. Санкции введены. Но, как мы уже с вами сказали, что американцы ведь не заинтересованы в том, чтобы Россия вдруг взяла да и победила на Украине. Нет. У них есть свои интересы и в Украине, и вокруг Украины. И поэтому пока, с одной стороны, пока длится переговорный процесс, они
никак не будут заинтересованы в том, чтобы ослабить позиции Украины, потому как они таким образом будут ослаблять свои собственные позиции в переговорах, понимаете? Вот, соответственно, конечно же, что есть рычаги, которые американцы могут заготавливать на случай чего. То есть вот если Зеленский все-таки упрется, или если, ну, не знаю, там он пойдет на какие-то провокации по срыву соглашений. Вот. И, соответственно, тогда будут опубликованы и многие папочки на Зеленского и на его окружение, могут быть предприняты и блокировки счетов и всего остального. То есть, конечно, что американцы оставляют за собой рычаги давления, но пока они, повторюсь, не заинтересованы в том, чтобы в ослаблении украинского режима и в ослаблении своих собственных позиций. Конечно же, что вопросы гуманитарные, если бы кто-то их в Америке решился опубличить, серьезно ими заниматься, вот, то оно не только бы медиа образ вокруг Украины сломало напрочь, но от чего стоит, например, то, что в Лазареву субботу в Черновцах был захвачен в Черновицкой области храм Селеста Невти. Вот, с какой кровью, с какими драками и так далее. То есть, если бы это все публичила Fox News или другие такие вот топовые мировые СМИ, вот, то думаю, что Зеленскому бы не то, чтобы руки никто не подал, а шарахались бы от него как от прокаженного, если бы это реально американцев интересовало. Вот. Причем по отношению, опять-таки, к той же Украинской Православной Церкви режим Зеленского себя ведет вот поразительным образом, да, то есть Зеленский в интервью американскому журналисту говорит, что это российская церковь, которую контролируют российские спецслужбы, и тут же СБУ выносит подозрение 14 иерархам Русской Православной Церкви, обвиняя их в захвате церквей на востоке Украины. Ну, слушайте, то есть, если это российская церковь, как они захватили свои церкви? А если это украинские церкви, ну так что ж тогда господин Зеленский говорит по поводу того, что это российская церковь? Ну, то есть, вот СБУ делает одно, Зеленский заявляет другое. Ну, вернее, как? Для одной аудитории заявляется одно, для другой аудитории делается другое. То есть, вот такой подход. Я уже молчу о том, что происходят реальные кощунство, вот типа генетической экспертизы мощей преподобных в Киево-Печерской лавре. Что хотят доказать, с чем будут сравнивать? Ну, для генетической экспертизы нужны образцы, ну, как бы, что с чем сравнивать? Что там можно в этом плане сделать? Ну это же откровенное издевательство. Вот. Или действительно, как Дубинский пишет, что хотят отвезти Илью Муромца в Лондон, провести экспертизу и сказать, что он не славянин, а уграфин. Вот. Но беда в том, что украинская эта власть давно повторяет, что Илья Муромец не с российского Мурома, а с Чернигова, с Черниговской области родом. То есть, тут вот тоже будет вопрос. Вот. Интересные жесты себе позволяют в плане, там, не знаю, христианских символов. Кошевой, который, помните, накануне Пасхи намазал голову сахарной глазурью. Вот. Ну, то есть, то есть, кулич – это домашний аналог артоса. То есть хлеба, который в храме символизирует присутствие Христа. Вот. И, ну, видимо, ему никто не объяснил, что, собственно, эту глазурь надо наносить на кулич, а не на яйцо. Вот. То же самое проводить в пасхальные дни фестиваль кино для ЛГБТ. Вот, да, Санни Банни. Вот, фестиваль открылся в Страстную Пятницу и должен был вот длиться вот пасхальные и светлые дни. И более того, то есть зачем-то украинское государство взяло и профинансировало съемки 2 фильмов вот для этого фестиваля. То есть, понимаете, страна, которая разрушена, страна, которая по всему миру просит, дайте 2 копейки, дайте 2, которая вот-вот объявит дефолт. И вот некуда тратить деньги, вот кроме на съемки 2 фильмов о ЛГБТ. Что ждет Украинскую Православную Церковь? Все будет зависеть от нескольких факторов. Думаю, что однозначно Россия будет продолжать настаивать на прекращении гонений на Украинскую Православную Церковь, на возвращении захваченных храмов и лавр. Вот, я думаю, что это будет одним из пунктов договоренностей наравне с правами русскоязычного населения. То есть, иначе
Ну, это заявлялось одной из целей СВО, да, то есть, что мы защищаем там наших русских братьев, да, вот, и, соответственно, Россия будет настаивать на на этих пунктах, но для Украинской Православной Церкви вызовы будут другие, понимаете, в прошлом году кто следит за религиозной ситуацией, вот тут поймет, о чем я говорю. В прошлом году Борис Гудзяк, уже мной упомянутый, пролоббировал предоставление кардинальской должности своему протеже Николаю Бычку. Вот, украинские СМИ вот с позавчерашнего дня почему-то пишут, что у Бычка есть какие-то шансы стать следующим папой римским. Вот. Нет, думаю, что они нулевые, но вот для украинской церковной ситуации вот Бычка, думаю, что вполне себе под что-то готовят. Само по себе назначение его кардиналом в обход Шевчука, официального главы Украинской греко-католической церкви, который не имеет кардинальской шляпы. Шевчуком понятно, он человек очень недоговороспособен, поэтому, видимо, там понадобилась ватиканской дипломатии, понадобился кто-то другой. Но Шевчук же заявлял буквально месяца 3 назад, что в Украине будут реализовываться некоторые договоренности, которые уже достигнуты между папой, тогда, ныне покойным Франциском, и патриархом Варфоломеем. И эти договоренности, думаю, что будут заключаться в объединении структур Ватикана, то есть Украинской католической церкви, и ПЦУ, то есть структур Константинополя. По той простой причине... Подождите, разные же обряды абсолютно. Греко-католики служат по православному обряду и, тем не менее, признают папу главой церкви и исповедуют католическую догматику. Я сам, хоть и крещен в православии, но я из Западной Украины родом, с Франковской области, я вырос в униатстве. Вот я поэтому ситуацию вот в этой структуре и знаю изнутри. Поэтому нет, это не вопрос, ничего мешать не будет. Другой вопрос, что это не перспектива завтрашнего дня, но к этому будет идти. Потому что и ту структуру объединяет некоторые нарративы, которые мы бы назвали так, национал-патриотическими, скажем так, да. То есть и та структура выступает за героизацию там УПА и всяких вот таких вот вещей, и крестные ходы у них с пением червоной калины происходят. Вот, поэтому тут вот как раз идеологических каких-то вещей, которые бы их отталкивали, их-то и нет. Вот. И периодически Шевчук с Думенко сослужат, то есть они в облачениях служат молебны и так далее, что, в принципе, каноническим правом, например, православной церкви запрещено. Но это, повторюсь, им не мешает вот, совместно сослужить. Вот. Соответственно, в таком случае, думаю, что если до этого дойдет, то униаты раскольников поглотят. То есть реально ВКЦ в этом плане, учитывая то, что за ней стоит такая материнская структура, как Ватикан, вот, она ПЦУ поглотит. И подобные процессы ведь происходят на глобальном уровне, потому что и Папа Франциск, и патриарх Варфоломей заявляли, что целью их диалога является совместная чаша, то есть объединение. И почему бы такой процесс не обкатать в Украине? То есть, если это получится в Украине, то это может получиться и на глобальном уровне. Вот, как следующий этап. Вот. В этом году 1700-летие Первого Вселенского собора в Никее, да, когда церковь была едина, то есть не существовало еще разделения на православных и католиков. Вот. И этот повод, конечно же, будет использован для того, чтобы говорить о единстве, для того, чтобы утверждать мысль, что вот когда-то мы были вот во времена Первого Вселенского собора едины, значит, надо восстанавливать это единение. Повторюсь, это не будет прям завтра, но тенденции очевидны. Вот. И, соответственно, вот вопрос, если действительно на Украине дойдет до объединения УГКЦ и ПЦУ, кто это возглавит? И думаю, что в Ватикане и Гудзяк, да, то есть они не последнюю ставку делают именно на Николая Бычка в этом плане. Смотрите, для того, чтобы он, кстати, понятно... фенотипически похож на Зеленского внешне. Да? Да. Смотрите, тут такой момент. То есть в планах Ватикана окатоличить Украину. Да, именно. Буквально на днях Шевчук заявил, что для одной только Киевской епархии не хватает около 150 священников. И очевидно, что паства униатов не может расти естественным образом, потому что население на Украине не увеличивается. Очевидно, что речь идет о прозелитизме, то есть о обращении в католицизм православных. И я вам больше скажу.
Знаете, задаюсь постоянно вопросом, да и не только я, многие люди задаются вопросом, могла ли ситуация по-другому повернуться в 2014 году? То есть мог ли Янукович каким-то силовым путем решить вопрос Майдана или, не знаю, там арестовывать лидеров и так далее? Думаю, что нет. По той простой причине, что фактор униатской экспансии у нас, к сожалению, недооценивают вот именно церковный фактор. И как вот на Украине, да и в России, как часто делят власть. Ну, там Министерство финансов Донецким, там Нацбанк Харьковским, там, допустим, Министерство обороны Днепропетровским. А вот гуманитарная сфера, она, и тем более церковная, она как-то остается где-то в лучшем случае на второстепенных каких-то Ну, там ролях. никогда денег нет, Руслан, поэтому... Ну и вот, смотрите, денег-то да, но, во-первых, это не так, деньги есть, потому что если вы хотите управлять массами, управляйте их церковью. Это давний незыблемый принцип. Вот, это раз. А во-вторых, вот те, кто делил денежные потоки, вот после 2014 года, вот у них остались эти денежные потоки? Нет. Вот. То есть, соответственно, вот и был просчет. Поэтому, конечно же, что вот этот фактор мирной экспансии униатов, он в 2014 году себя исчерпал. Вот. То есть, соответственно, поглощать и католичивать остальную Украину мирным путем было невозможно. То есть, надо было сковернуть эту ситуацию таким образом, через силовую акцию, и мы видим, что ныне на Восточной Украине, в Харькове, в Одессе, там, где это регионы, где униаты, католики исторически не присутствовали. Но там сегодня их есть храмы в Запорожье, в Полтаве и так далее. То есть для них все то, что мы наблюдаем на Украине последние 10 лет, это был настоящий дранг на хвостен. Смотрите, а как... Ну, понятно, там, противостоять, не противостоять. Мне просто очень важный вопрос. Ведь исторически попытки окатоличить Украину предпринимались уже. И там разные факторы. Понятно, сейчас немножко другой мир. Немного он, как бы ушел вперед в плане технологий. Там, но люди-то прежние остались. Ну, я имею в виду внутри. Да? То есть антураж поменялся, внутри остался человек прежним. Как вам кажется, вот окатоличивание как таковое, почему это плохо для украинцев, особенно в условиях того, что сейчас переживает страна в военном плане? Я приведу вам один пример, вот, чтобы вы понимали, насколько в современном мире остается огромным значение церкви. Мы находимся в период, когда с 6 по 11 должен состояться конклав, который должен избрать следующего папу римского. Помните, чем Франциск покойный подкупал многих людей в мире? Своей бедностью, показной бедностью. Он отказался от золотого перстня рыбалки. Папа Римский, как любой католический епископ, носит специальный перстень, который символизирует его епископскую власть. И вот поскольку первым римским епископом считается апостол Петр, и вот это кольцо у римского папы называлось перстнем рыбалки. Да? Франциск приказал сделать его серебряным, а не золотым, хотя историческая традиция вот именно делать его из золота. Да? Он отказался от папомобиля и ездил на дешевом автомобиле. Он не жил там в папских апартаментах, жил в отеле. Вот, всячески подчеркивая, то есть не носил сутану без золотых украшений, да, такую скромную, то есть всячески подчеркивая свою бедность. И говорил о том, что капитализм надо перестроить, что не должно быть эксплуатации человека человеком. Ну, то есть вот так вот прям послушаешь, и вот только броневичка не хватает вот под ногами. Или вот вдруг он там где-то в речи вот вставит экспроприируемое, да? Но все это связано с тем, что папа продвигал идею так называемого инклюзивного капитализма или стейкхолдер капитализма. Идея эта была сформирована в свое время Клаусом Швабом, рупором левоглобалистов, что уже само по себе о многом говорит. И, кстати, Клаус Шваб почему-то ушел в отставку с поста главы Давосского экономического форума именно в тот день, когда папа умер. Вот какое-то такое интересное совпадение, если совпадение. Вот. И что же Клаус Шваб предлагает? Есть проблема бедности в мире, да? Есть. Ну и папа заявлял, вот да, вот проблема бедности. Как ее решить?
Вот есть первичные собственники, которыми будут выступать корпорации. Есть вторичные собственники, то есть обычные обыватели, вот рядовые граждане, да? Так вот, обывателю говорится, зачем тебе десятилетиями платить ипотеку, или зачем тебе кредит на машину? Есть же каршеринг, или есть же возможность арендовать квартиру. А деньги на аренду и на каршеринг дадут тебе корпорации, и это называется базовым социальным доходом. И, кстати, во время ковида, например, в Италии проходил такой эксперимент по выплате гражданам базового социального дохода. Понимаете, нет необходимости работать, учиться. То есть тебе корпорации выплачивают базовый социальный доход. Но факт в чем? У обывателя нет собственности. То есть квартиры нет, машины нет, есть только социальный доход базовый, который тебе выплачивают. И попробуй что-то сказать о том, что тебя не устраивает текущее положение вещей. Ты вмиг вот этого самого базового дохода будешь лишен. То есть речь о перераспределении собственности от среднего класса к богатым, раз. И второй момент – установление полного контроля. Вот, посмотрите, это я не конспирологию рассказываю. Новость о создании Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане публиковал сайт Ватикана. Посмотрите, кто входит в состав этого Совета по инклюзивному капитализму. Там фамилии Ротшильдов, Варбургов, Геймеров и так далее. Многие известные личности. Вот. Соответственно, то, кто станет следующим папой, будет определять вот, отношение кандидатов вот к этому проекту глобальной перестройки, вот, к проекту переустраивания глобальной системы экономики и политики. Вот. А подастся это каким образом? Что это борьба с бедностью. То есть они тебя не хотят контролировать, они просто борются с бедностью, понимаете? А Христос же ведь был бедным, а у него же не было своего места, где главу подклонить, понимаете? Вот. Соответственно, вот то самое идеологическое значение религии. Что плохого в окатоличивании? Ну, понимаете, украинцам придется отказаться от собственной культуры. Ведь она вся насквозь пропитана православием. А куда деть казачество? Вот мы же знаем, что, собственно, ну, как относиться вот к таким моментам нашей истории. Потому что казаки-то за переход в католицизм вполне себе могли расправиться. Вот. Как быть с этим? А с такими светочами нашей истории, как, скажем, святитель Петр Могила или Милетий Смотрицкий? Это все люди, которые создавали ядро украинской национальной культуры, истории, и, собственно, это православные митрополиты, православные иерархи. Куда все, как со всем этим быть? То есть вы понимаете, что для этого украинец должен отказаться, повторюсь, от собственной истории и культуры. То есть он должен стать не украинцем. Да, значит, и чтобы вот подытожить, точку поставить в этом разговоре, безусловно, интересном и, наверное, познавательном для многих. Так а шанс есть у Украины? Есть. Но в одном случае, если только к власти придут элиты, которые будут хоть каким-то образом связаны с Украиной. Ну, для сравнения, тот же Петр Порошенко, наш Алексеевич, да? Вот. При всем при том, что это, ну, очень, скажем так, чтобы не выражаться, спорный человек. Но у него-то в Украине хотя бы вот эти кондитерские фабрики. А у товарища Зеленского и его окружения они всецело зависят от чего? От кредитов, от западной помощи. Их ничего не связывает с Украиной. То есть, когда мы говорим о мире, а зачем он им? Он же для них означает потерю власти, он же для них означает потерю финансовых потоков. Что они будут? Не, если, конечно, бы Запад пообещал триллион, который они могут распилить, ну тогда да. Вот. А пока обещаний нет, остается только надеяться на распил военных бюджетов. Ну, то есть они никак не связаны, не заинтересованы в выживании этой земли. Вот посмотрите, Господи, прости, на Беларусь. Там ведь тоже такой же капитализм, как на Украине. Просто белорусские капиталисты не впустили туда западный капитал. И они сохранили страну. Ну да, Лукашенко, при всем при том, что это местами, ну, скажем так, оригинальный человек, да, но страну-то сохранили. Вот. И, соответственно, вот что-то подобное могло бы сохранить в свое время и Украину, если бы украинские элиты в свое время не легли под Запад, потому что им дали право грабить Украину в обмен на то, что... Когда вы говорите элиты, это кто? Ну, смотрите, если бы в свое время, мне кажется, что
наверное, отсчет падения Украины надо считать не даже от 2014 года, а, скажем, где-то от года 95-го. Вот именно в этом году президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал договор о сотрудничестве с МВФ. И с того времени вот, надо вести отчет вот того всего, что происходит сейчас, потому что воровать, разворовывать страну Кучма и окружение были заинтересованы. А как же тогда, чем зарплату выплачивать, а чем социальную сферу содержать? Вот для этого возьмем кредиты у МВФ. А там посмотрим, там реструктуризируем, а там как-то договоримся. Но МВФ и Запад, они кредитов никогда не дают просто так. Они тебе скажут, что да, вот на тебя миллиард, но у тебя, вот ты назначь нужного человека главой наблюдательного совета в Укрзалезницу, нужного человека поставь на Министерство образования. Это первое, что они будут всегда захватывать, потому что это влияние на умы. А ты назначь нужного человека на Укратом, да, Энергоатом, да, то есть вот на другие ключевые государственные корпорации. Кредит дадим, не вопрос. А вот и глядишь, так уже через пару лет у тебя и власть, которая полностью ориентирована не на украинский народ, не на Украину, а и понасозданы куча таких органов, как НАБУ, полностью подконтрольных американскому правительству, ну и тому подобное. Видишь, уже создана целая сеть международных организаций. Кредита не дадут. Они прекрасно знают, что его-то завтра разворуют. А от власти они оставили за собой. То есть, соответственно, если бы не те люди, которые 30 лет в Украине принимали решения, вот, тот же Леонид Данилович, тот же Виктор Пинчук, вы знаете влияние, и даже современное влияние этого человека в процессах вокруг Украины. Даже часть помощи, которую американцы предоставляют Украине, она уходит обратно же в Америку, то есть откат, уходит через структуры Пинчука. И это все знают. Да, Руслан Калинчук был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, приглашайте, буду рад. Друзья, спасибо за то, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, оцените наш разговор, конечно. Лайк не забудьте поставить, подпишитесь, если не подписаны. Ну и самое главное, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.